Всем привет, с вами Дима, и мне посоветовали в комментариях видео о становлении Димаша, так что давайте его посмотрим. 2012-2019 год. Молодой такой. Не так устойчиво. Ну, здорово. Но не так, конечно, плотно, как у него звучит это все сейчас. У него побольше навыков скопилось, и он делает это точнее. Я уже видел буквально начало одной реакции, где парень слушал, как поет Димаш, вот именно вот эту запись, и там придирался: ой, там, короче, ну тут не точненько, тут не чистенько. Лажают все. И молодец тот, кто умеет выкрутиться из этой ситуации. Вот он выкручивается. Да, он там не попал в одну нотку, ну прям сильно, но это не критично. Получилась красивая концертная запись. А насчет голоса конкретнее, не такой устойчивый. Низы еще не такие оформленные, и верха не такие оформленные, но все равно один такой мягкий слитный диапазон. Костюмчик красивый. Ну вот то, о чем я говорю. Даже если где-то немножко есть неточность, он ее дальше исправляет. Это, знаете, как играть на скрипке. Ты как бы попал в тон, но сам слышишь, что не очень точно, и чуть-чуть там начинаешь делать вибрато или подтягивать эту ноту. И получается просто... Но ты как бы выкрутился, и ты можешь дальше исполнять. Это обычная, обыденная вещь у музыкантов. У всех абсолютно. У пианистов, у гитаристов, у вокалистов, у скрипачей, у всех. Оттенков-то сколько? Что в 12-м году так петь? Очень много оттенков красивых. И, конечно, это все идет из твоего нутра. Я не знаю, как это сказать красиво, чтобы было без пафоса. Из души это идет. То есть, если ты много чувствуешь, если ты эмоционально богатый человек, то у тебя и оттенков в голосе будет много. Да, если ты несколько угловат, то тебе может педагог привить, что сделай так, сделай так, сделай сделай и у тебя будет куча оттенков, но это будет не твое, и ты можешь делать это хорошо, даже профессионально. У Димаша же это все получается естественно, то есть он что чувствует, то и делает, и очень здорово у него это соприкасается, как бы само эмоциональное ощущение с техникой. И классно, что уже в 2012 году он уже мог так спеть. И вот сейчас 2021 год, а смотрю я 2012, и в развитии налицо. Конечно, я понимаю, насколько это сложный путь он прошел и проходит сейчас. Молодец, смотрим.
Pourquoi je meurs? За 2 года такая разница. Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Вот здесь чуть больше добавляет придыхание, и появляется больше тембра. Pourquoi je vis? Он добавляет еще дыхание. Pourquoi je vis? Та-ра-ра. И уже звучит поуверенней. Ну и, конечно, сам голос, если даже в таком регистре мягком петь регулярно, начинает уплотняться. И постепенно из фальцета становится такой плотный головной, если хорошо заниматься. Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai mieux dire que ce jour, c'est jamais un terrible beau, le beau vent dehors. Намного стабильнее. Je voudrais voler mon amour. C'est jamais un terrible beau, le beau vent dehors. Des noirs. Ну, я извиняюсь, что я тут ем свою руку, но я немного в процессе восприятия. За 2 года это очень большой прогресс. Намного плотнее, намного точнее все звучит. Чисто по наукам. И низ лучше, и середина лучше. И соединяет он лучше эти регистры. Ровнее, там очень прям... Очень ровная фраза была от нижней ноты до верхней. Je toujours crois de la vie avec la bande dessinée. Je compte aux envies, tu métamorphoses. Je sens quelque chose qui m'attire, qui m'attire, qui m'attire. Pauvre et moi. Класс! За 2 года и технически, и эмоционально он настолько раскрепощен не стал на сцене. Вот уже, это, видимо, такие пиковые, получается, 2012-2014. То, что какой-то сильный прям скачок вот за 2 года, это очень много. Очень много. Вот добавился более плотный микс. На той записи этого не было. Ну, я опять же до этого сказал то, что постепенно голос уплотняется, из фальцета становится головной. Parole-toi de l'univers. Si jamais c'était plus beau водоем. Намного сконцентрированнее еще стал. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je ris, pourquoi je pleure. J'y crois comme tes résonances, vérité notre romance. J'ai mieux vu. Я не знаю, кто-то поймет мою мысль или нет, но я скажу. То, что я слышу, это прям 100%. Он начал мыслить за эти 2 года больше сверху ноту, то есть позиция более высокая. Это слышно по качеству звука, более прицельный тон. И, вероятно, то, что вот качественный свисток, он ему помог развивать эту
мысль о высоте тона. Потому что, в принципе, петь нужно в высокой позиции, и если ты будешь думать более низкой позиции, получится, некрасиво, просто не точно. Тебе будет казаться, что ты вроде в нотку попал, а потом слушаешь на записи, а ты нифига не попал. Там ниже на четверть тона. Ну, неплохо. Классно. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs, Более трогательное вибрато. pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Угу. Трогательней. Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai mûri au pied sur toi. Красота. C'est jamais été plus beau d'un nom. Je voudrais voler mon âme à voir. C'est jamais été plus beau. Я, конечно, не знаю, сколько ему здесь лет, но голос намного плотнее стал. Я думаю, это еще отчасти и с возрастом связано. Еще устойчивее. Низ лучше звучит, а вверх еще он плотнее начал делать. То есть, что там, наверное, где-то... там си бемоль. Более плотный такой, прям с хорошей теноровой формой. И низ отчетливый. Правда, и слышно, что ему сложновато перестраиваться пока еще. Вот в последних записях, то, что я слушал, там прям, четко-четко идеально. И сколько лет прошло? 6 лет, если оттачивать песню, там невероятное что-то выйдет. Вокальные мастера так и делают. Постепенно делают лучше с каждым годом. Еще. Правда, есть один маленький нюанс, но это на каком-то этапе. Если ты воспитываешь новый навык, то бывает, что если песня, прям крах, никак у тебя не шла, и она застыла в развитии, то лучше ее отложить. Но вот Димаш не остановился, Димаш дальше делает эту песню, и у него получается. Я лично на своем опыте так делаю. Я понимаю, что я сейчас хорошо это не спою, потому что не очень хорошо впел. Не было тогда таких навыков. И я произведение откладываю, в том числе и на данный момент. Димаш же занимается, и дальше у него получается это делать. Очень гибкий голос, свободный. Ему так можно. J'ai toujours fondé la vie avec le bon dessiné. Je compte dans son vie, tu métamorphoses. Je sens quelque chose qui m'attire pour les Еще плотнее. Правда, чуть-чуть странная вибрато, но я не знаю, может, это просто на концертной версии он так решил сделать. Микст стал лучше. Развитие самой ноты у него стало намного качественнее. Он там еще до того верхушку, тот же си бемоль, он его протягивал, открывал, а дальше еще развивал. И очень-очень, конечно, удачно. Еще что слышу, то что вот есть у нас грудной голос и головной голос. Мы их объединяем, у нас получается смешение, микст. Получается один полноценный голос. У Димаша еще над ними всеми есть свисток, он их объединяет, у него такой грудной, головной свисток. И оно так все прям плавно-плавно соединяется. К чему я это говорю? То, что у него вот это смешение, где грудь и голова, и получается микст,
Сейчас уже лучше звучит, вот 2015 год. И участок, тот, который находится между вот самим микстом и грудным, вот у него он стал прям увереннее. Это прям классно. И я знаю, насколько сложно это делать. То есть у него вместо мягкого уже получается класс. J'y crois comme tes déshontes. Quel était notre monde? J'ai mieux vu pied sur terre. Класс. Как будто всех певцов послушала разом. С микрофоном хорошо работает. И У лучше стало тоже поплотнее. Гласное У. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs? Еще по-новому поет. Здорово, постоянный поиск. Не остается человек на одном месте. И так попробовал, и так, и так, и так, и так. И есть из чего выбирать. Если ты находишься в вокальной статике, ты постоянно делаешь одно и то же. Все, это просто смерть. Ты постоянно должен искать новый звук какой-то. И ты тогда будешь развиваться. У тебя есть шанс добавить что-то новое в свой голос. Не всегда ты знаешь своих возможностей. Обязательно нужно искать. И вот еще по-новому. Может, на первый взгляд и не слышно то, что он делает это по-другому, но я тонкий нюанс слышу. Чуть-чуть. Чуть-чуть более подвешено здесь. То есть вместо у него на таком, я здесь не вижу, есть ли улыбка, но я слышу ее. И там появляется в голосе такой чуть-чуть стержень, страдальческий, эмоциональность. Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai mieux vu Костюм какой. pieds sur terre. C'est jamais sacré, le beau vendeur. Очень много занимается свистковым регистром. Слышно то, что голос становится все зауженней и зауженней наверх. Потому что если не сделать этого, ты не выйдешь. Свистковый регистр, ну, там, где вот эти все ноты ми третьей октавы. Большой результат. Систематичность. Хороший педагог с ним занимался. Je voudrais voler mon amour. C'est jamais sacré, le beau vendeur. Такое трогательное вибрато было. Des noirs. Je toujours creux de la vie avec la bande dessinée. Je compte aux envies. Еще более свободный стал. Je sens quelque chose qui m'attire, qui m'attire, qui m'attire. Отлично. Я тут о чем подумал. Вот много кто писал то, что это фонограмма там говорят. И это сколько ж нужно фонограмм записать, чтобы такое разнообразие было в оттенках. И каждый раз новую фонограмму, да не в жизни. Это просто ты замахаешься выучивать каждый раз новую фонограмму, потому что где-то нота длиннее, где-то нота короче. И это огромная работа, петь под фонограмму, тоже очень сложная.
Ему проще тупо взять и спеть каким-то новым оттенком, который он чувствует сейчас, и длить какую-то ноту столько, сколько он чувствует это именно в данный момент. И это принципиально. Нет, фонограмм у него очень мало. Я имею в виду то, что если и есть она, то на ведущих каналах, потому что там могут с тебя требовать фонограмм, чтобы, проще выстроить концерт. Чтобы не нужно было отстраивать звук, ставить там кучу мониторов. Просто ты вышел и как бы сделал типа клип. Ну, это ни в коем случае не принижает Димаша. У всех есть такие записи. Просто у кого-то такие записи все. А тут это скорее будет исключение. Слушаем дальше. de l'univers, si jamais c'était plus beau si jamais c'était plus Очень красиво. Чистое сопрано такое. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je ris, Какие-то кометы pourquoi падают. je pleure. J'y crois comme tes résonances, vérité notre romance. J'ai mieux vu. Ну, это очень сложно. Я повторяюсь, но столько поменять голосов за вот сколько там, 15-10 секунд. Вот какой отрезок? Это очень тяжело. Ты пел сопрано, ты попел потом мягким, легким таким микстом, головным звуком, и начинаешь петь баритоном. Очень сложно, очень. Кто-то одним голосом не может нормально спеть, красиво. Ну, старается человек, у него не получается в силу каких-то там обстоятельств. Может, уши не очень хорошие, может, педагог не очень хороший. А тут столько голосов, и все красивые. И все развиваются одновременно. Yes, my dear, si jamais c'était plus Это предположение, может быть, я не прав, но вот добавленное придыхание у него в голосе, скорее всего, ему начало добавлять еще тембра. Там начинает немного легче проходить голос в такой плотный смык. Ну, для головного голоса это плотный смык. Еще другой оттенок. Как чувствует, так поет. Даже близко не фонограмма. Тут уже с головного начал низ. То есть можно начать плотно, а он начал уже головным вот этим мягким звуком. Грудной такой плотный. Вот, а он начинает уже с головного. Тоже очень хороший навык. Я еще что понял. Мне кажется, к Димашу, тем, кто его не очень любит, кто говорит, что он поет под фонограмму, стоит относиться как к академическому певцу. Немного подробнее. Он
поет в микрофон, но так, как если бы он пел без микрофона. И у тебя каждый раз получается оригинальное исполнение. Для тебя это определенная лотерея, но для слушателя это очень ценно, потому что есть не просто одна песня, да, вот искомая, а их версий просто бесконечное множество. И они все оригинальные. И я бы сказал, что это зачастую отличие академических певцов от эстрадных. Не принижаю эстрадных ни в коей мере, и Димаш тоже является эстрадным певцом, но у него чисто по принципу мышления это такая приоритетная задача спеть это еще с новым каким-то оттенком, вот так как сегодня ты чувствуешь, как у тебя сегодня получается. Это обусловлено и твоим эмоциональным состоянием, и твоим физическим состоянием. То есть будешь ты себя немного хуже чувствовать, может, болеешь. И, конечно, у тебя получится спеть какую-то ноту по-другому. Не факт, что хуже, но по-другому. Ты просто понимаешь, что сейчас может она не получиться, и ты начинаешь подключать еще какой-то навык. Побольше дыхания, побольше смыка, поменьше дыхания, поменьше смыка. Фу, здорово. Слушаем. Это волны из ткани как будто или волны просто? Еще плотнее. Класс. Он еще добавил дополнительную резонансную зону, позицию для сопрано. Сейчас я скажу. То есть у него был такой звук тоненький, прямой, мягкий, лирический, а здесь он к нему, вот такому острому, добавил еще гласную «у». И получается более плотный звук. Да, я показываю ниже, но мне не очень будет удобно эту ноту брать. Мне нужно потренироваться. Но я потренируюсь, потому что я уже 2 дня слушаю Димаша, и мне хочется это все тоже попробовать. Сейчас я запишу вам эти разборы, потому что и мне интересно, и вам интересно. И начну заниматься. Классно. Еще вот в 2014-2015 году у него появилась, по-моему, такая хорошая теноровая позиция, когда из простого звука ты можешь сделать более плотный. И это делается тем, что ты по определенному поставил язык. Он должен быть мягким и такой горкой. И тогда появляется вот такой плотный звук. И это сложный навык, его не все понимают и не все его воспитывают. Но хорошие певцы это делают. Если заметить за классными тенорами, у них у всех вот язык стоит так, наверху, а у кого-то и в середине. Чтобы заранее позицию подготовить для верхней ноты, даже если ты поешь пока что низ. Больше подстона такого. Вот у него голос искрится так же, как у него сейчас костюм искрился. Очень классно. Добавился в голосе такой подстон. И окончание нот в него уводит все больше. Классно звучит. Хороший навык. Это еще помогает сделать классный теноровый звук. Так, с миру по нитке тенору на голос. На вокальную технику.
И вот он не просто так еще руку держит, вот так вот тоненько, как будто он какую-то звездочку берет с неба. Я так некоторых учеников настраиваю наверх. Вот у него тело показывает то, как он мыслит. То есть он мыслит очень тонко и сконцентрированно эту верхушку, чтобы взять ее точненько и красиво. Класс. Поправлю мониторчик. Монитор упал. Свисток. Развивал. Под стон. Такой наглый звук сейчас был. Намного лучше. Я что услышал, то что вот у него такой наглый звук был, и он такую более оскалистую позицию сделал, чтобы попадать в точку марана. Есть такое понятие у вокалистов. Вот когда ты сюда как будто за зубы стараешься попасть, и звук очень плотный становится, то есть еще сконцентрировал звук. И восхитительная свистковая нота еще добавилась. Потрясающе. О, смотрим дальше. Как-то очень страдальчески так. Трагично даже. И задумчиво. Зевка добавил. И раскрыл и руку, и голос. Вот у него тело, эмоции и голос, они как бы как одно целое. Что чувствует голос, то чувствует и тело. И получается, вот он ноту взял верхнюю и ее дораскрыл, сделал плотной. У него и рука раскрылась. Я очень люблю наблюдать за тем, что делают вокалисты, когда поют руками, потому что там скрыто очень много информации невербальной, которую ты не всегда можешь получить, услышав голос. Так ты получаешь еще принцип мышления человека. Советую. Точнее, сюда стал попадать, в эти резонаторы. Jeu de jour, coucou de la vie, avec les bons dessinés,
qui m'attire, voler. Намного отчетливее стал низ, так плотнее и собранней. То есть я слышу, что он чуть больше строит к гласной «у» нижнюю ноту сейчас. И где-то ему это в том числе наверху помогает. Руки. Все по рукам видно, что делает. У него уже вот здесь звучит сопрано не прям как лирическое, как такое полудраматическое, намного плотнее голос звучит. Класс. Это все из-за такой более собранной, накрытой позиции. Еще нежнее как-то. Сюда направляет. Ох, какая она. Очень красивое вибрато, прям такое точное. Когда большим количеством голосов поешь, не всегда ты можешь добиться во всех них четкого, точного вибрато. Вот ему это совершенно не мешает. И объем дыхания ему не мешает сделать красивое вибрато. Даже, может, и помогает. Потому что можно настолько много добавить дыхания, такой столб объемный, что ты просто не успеешь, ну не то, что ты не успеешь, а голос не сможет провернуть вибрато естественно, и голос не будет дребезжать красиво, и там будет не а будет вот у многих певцов появляется в голосе такая качка из-за того, что поют вот таким гигантским столбом дыхания и не успевает голос провернуть это дыхание. А у кого-то это от старости бывает, от того, что мышцы слабые, но зачастую просто вот такого гигантского столба дыхания. Я что для себя понял? То, что это... Какой там сейчас год? Так, был 18-й. Два скачка очень больших. С 2012 по 2014. И вот в 2017-18 году очень много навыков хороших найдено. И вот в последних этих годах там голос стал увереннее, более плотные нижние ноты. Вот именно на них сакцентируюсь. Потому что если у тебя твой общий тембр вот такой становится более плотным и более связанным с дыханием, то и верхние ноты тоже будут звучать еще лучше. И тут у него более мужской голос, такой еще более грудной. Может, это с уверенностью связано, может, с твоим становлением как
такого мужика, исполнителя. Классно, классно. С камерой телефона. Ой, как красиво. Чуть-чуть запутался, по-моему, но выкрутился. Это я правильно понимаю, сейчас песня как в стиле такого реквиема по вот этим людям сейчас идет? Вот, Вайнхаус там была. Сой. С камерой телефона, по-моему, да, еще лучше он звучит, чем такая уже обработанная студийка. То есть, когда ты записываешь концерт, а потом твой голос записанный, ты действительно это спел, потом уже обрабатывается. Там сколько-то эхо могут добавить, чуть-чуть его сбалансировать, чтобы где-то было громче, тише. Такая минимальная постобработка. А тут вот сразу концертная запись просто с телефона, и ты слышишь искомый голос. Конечно, там, когда поешь в микрофон, накрутят тебе эхо, ну, чтобы создать акустику, потому что голос такой инструмент, который любит акустику, иначе не будет звучать. Вот голос, он как скрипка. Вот скрипка, она без эха звучит очень плохо. Ну, не то чтобы очень плохо, ну, сухо. И раскрывается полностью инструмент. Голос, скрипка в именно акустике. Любят они такие помещения большие. И когда поешь в микрофон, на твой сигнал тоже накручивают вот этого реверба, эхо такого комнаты, зала, и тогда голос звучит еще интереснее и плотнее. И со скрипкой так делают, и с другими инструментами тоже так делают. Классно. На камеру телефона мы слышим такое прям, ну, живое исполнение. Мне больше нравится, чем студийка. Живое исполнение. О, Меркури. Меня, наверное, каждый раз будет на таких нотах немного потрясывать, по мне мурашки идут, потому что, ну, это очень классно, это очень здорово. И здесь, в живой записи, это еще интереснее. Надо сходить на концерт к Димашу обязательно. Мое становление как ценителя Димаша за 2 дня очень-очень-очень преуспело. Хорнафль о Кабалье. Ой, как я люблю Кабалье, конечно. У нее очень много схожего с тем, что делает Димаш. Потому что у нее такое лирическое, мягкое сопрано и восхитительные верхние ноты, самые полетные, самые такие легкие, подвешенные. И у Димаша это тоже есть. Не просто так сейчас, наверное, это на фоне. И Меркьюри был, и вот Кабалье. То, что это, получается, его кумиры. И я по звуку слышу то, что он с них тянул. С Меркьюри микст. Вот Меркьюри баритон, и у него есть хороший верх, потому что он воспитал у себя микстовое звучание. У Димаша тоже есть такой баритональный призвук,
И, конечно, ему, видимо, было удобно с Mercury это стягивать. Ну, это предположение. Я не говорю, что это мнение в последней инстанции, но я вот сейчас так считаю. Кабалье у него в голосе слышу абсолютно точно. Я уже забываю, что хочу сказать, потому что у меня одна мысль наслаивается на другую. Очень много интересной информации. Ну, что успеваю, то рассказываю, говорю. Еще что-то добавилось. У него здесь, по-моему, еще более свободная низкая гортань. Нет, он, понятно, ее не утапливает на самом верхнем звуке, но для этого высокого свисткового регистра она у него чуть-чуть пониже, и голос свободнее и точнее звучит. Очень трогательно. Гитара. Какая пауза. Такая музыкальная пауза восхитительная. Это еще одна лакмусовая бумажка о хорошем музыканте. Ты не только делаешь музыку из нот, но ты и хорошо слышишь паузы. И тут какая драматическая пауза была. Насколько она точная, насколько она выверенная. Ты никогда такое не споешь под фонограмму. Ты не попадешь вот точно там, где у тебя фонограмма прописана, если у тебя такая гигантская пауза. Ну ладно. Классное видео, спасибо, что мне посоветовали. Что хочу сказать, некий итог. Вот я сейчас слышал живое исполнение Димаша, да, снятое на камеру. И да, там что-то не так чисто, не так идеально, но все равно очень красиво, и дай бог всем так спеть. Более живое исполнение получается, и оно, опять же, из-за этого более ценное, и оно из-за этого более честное. Отличный профессиональный принцип — делать свою работу честно и хорошо. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. У меня мурашки идут, я не знаю, что вам еще сказать. Это здорово. Я тоже так хочу петь. И те, кто ему завидуют, кто говорят, что что-то он там делает неправильно, не так или нечестно, они ему действительно просто завидуют, потому что это реально, это потрясающе. Они тоже хотят так петь, но у них так не получается. И нужно в определенный момент взять, признать то, что да, это классно, это здорово, и начать развивать навыки так же, как делает это Димаш. Димаш молодец. Всем спасибо за просмотр.